В молодости последнему германскому кайзеру Вильгельму II прочили судьбу Фридриха Великого, а к концу своего правления он бежал из страны, скрываясь от расправы, и закончил свою жизнь в изгнании. О последнем кайзере и его правлении редко можно услышать что-либо положительное, и его в лучшем случае характеризуют как неудачника, который оказался неспособным справиться с бременем абсолютной власти. Фантазер с манией величия, воображавший себя конструктором кораблей, выдающимся археологом и великим полководцем, он всю жизнь пытался доказать окружающим свою состоятельность. Жизнь, которая является собой трагедию отвергнутого матерью ребенка и физически травмированного еще до рождения. Вильгельм так и не смог преодолеть последствия этих травм, попутно погубив империю предков и всю старую Европу. В ночь на 27 января 1859 года в Берлинском дворце кронпринца принимали роды у жены, фактически ставшего наследником прусского престола Фридриха Вильгельма, которого в семье чаще всего называли просто фрицем. Роды были тяжелыми, а положение плода неудачным, и при попытке выправить его акушер повредил плечевой сустав новорожденного. А после того, как в 2 часа 45 минут ребенок появился на свет, он долгое время не подавал признаков жизни. Его долго массировали, окунали в горячую ванну и, наконец, сумели заставить дышать. Существует мнение, что именно эта продолжительная асфиксия при рождении серьезно подействовала на мозг только родившегося, будущего кайзера Вильгельма, и стала одной из главных причин неуравновешенности последнего правителя из династии Гогенцоллернов. Так или иначе, только этим проблемы не ограничились, и 3 днями позже сиделка обратила внимание на то, что левая рука ребенка не двигается. Выяснилось, что плечевая кость была вырвана из суставной сумки и сильно повреждены мышечные ткани и связки. В 4 месяца окружающие всполошились из-за того, что голова юного Вилли все время склонялась на одну сторону. В результате было разработано специальное средство, нечто вроде клетки для головы, которая укреплялась к поясу при помощи вертикального стержня, идущего вдоль позвоночника. Таким образом, с самого раннего возраста Вильгельм подвергался различным процедурам, при помощи которых надеялись выправить вот эти дефекты. Прежде всего речь идет об искалеченной левой руке. Использовали массаж, электрошоковую терапию, даже погружали руку в кровь зарезанного кролика. Возможно, эти методы действительно дали какой-то эффект, а может, он был связан с тем, что просто естественным путем произошло частичное восстановление, но Вильгельм научился шевелить пальцами левой руки и даже удерживать, но не поднимать нетяжелые предметы. В дальнейшем, несмотря на указанные и еще многие другие проблемы со здоровьем, Вильгельм рос достаточно мускулистым ребенком, он научился ездить верхом, хотя это стоило ему немалого количества падений и большого количества слез. Он активно занимался гимнастическими упражнениями, много плавал. Однако он по-прежнему не мог самостоятельно одеться и за столом обходился специальным приспособлением, которое объединяло в себе функции ножа и вилки одновременно. Но в целом сила и ловкость его правой руки компенсировала дефект левой, и в будущем, уже взрослым, он будет любить демонстрировать окружающим силу своей правой руки при помощи рукопожатия, которое можно назвать костоломом. Саша. Физический недостаток юного Вилли, безусловно, сказался на отношениях с его матерью Викторией, которая была дочерью знаменитой британской королевы, тоже Виктории. Мать стыдилась, что не могла родить нормального ребенка и порой чувствовала себя виноватой, потому что подозревала, что причиной всего этого является ее падение во время беременности. Однако дело было не только в этом. Ей не нравилась Пруссия, и она оставалась англичанкой до мозга костей. И свое недовольство жизнью в целом она вымещала не только на Вильгельме, но и на других детях. Так, например, младшей сестре Вильгельма Шарлотте связывали руки, чтобы отучить ее грызть ногти. Вторую дочь именовали не иначе как дурой и идиоткой, а младшего брата Вильгельма, принца Генриха, уродом и лентяем. Исключение из этой практики было сделано лишь для 2 младших сыновей Сигизмунда и Вальдемара, но, к несчастью для матери, оба ее любимца умерли в раннем детстве, и впоследствии отношения детей с матерью будут только ухудшаться. Но все это будет позже, а пока 1,5-годовалый Вильгельм в сентябре 1860 года побывал в Лондоне у своей бабушки, которая так описывала свои первые впечатления от внука. Он такой весь приятный, пухленький, беленький, кожа гладенькая, плечики широкие, ручки, ножки прелесть, личико такое родное, как у Вики и Фрица.
Однако это, конечно, было внешнее впечатление. Те, кто лучше знал Вильгельма, уже начинали беспокоиться из-за его постоянной неусидчивости и даже проявлявшейся агрессии. Самым ярким в этом плане стал эпизод в 1863 году, когда Вильгельм в 4-летнем возрасте побывал на свадьбе будущего короля Великобритании Эдуарда VII, или, как его еще в семье называли, дяди Берти. На мероприятии дядя Вильгельма Леопольд попросил мальчика перестать ерзать, на что Вильгельм пригрозил ему игрушечным кинжалом, хотя иногда эту версию передают как настоящим кинжалом, вероятно, все-таки он был игрушечным, и укусил дядю за ногу. Помимо обстоятельств рождения и отношений с матерью, очень серьезное влияние на личность Вильгельма оказало знакомство с его воспитателем Георгом Хинспеттером. Он был представлен к юному принцу, когда тому было 7, и отец Вильгельма, Фриц, четко сформулировал свои требования. Его сын должен был по уровню интеллекта сравняться с корифеями немецкой мысли. Хинспеттер был кальвинистом, строгим педантом и считал идеалом такое спартанское воспитание, а по его мнению цели, поставленные Фрицем, могли быть достигнуты только воздержанием, физической закалкой, упорной учебой, что в принципе неплохо, но он предъявлял ученику заведомо невыполнимые требования для того, чтобы тот понял ограниченность своих познаний и, соответственно, необходимость самосовершенствоваться. И Хинспеттер никогда не поощрял похвалой своего юного подопечного. Также Хинспеттер ни во что не ставил родителей Вильгельма. По крайней мере, он не скрывал это в своем узком кругу. Но, конечно же, по замыслу воспитателей и родителей все это делалось ради блага самого юного Вильгельма. Впоследствии, однако, Хинспеттеру придется признать, что в результате его усилий выросла личность с уровнем интеллекта хотя и выше среднего, но отнюдь не гениальная. А сам Вильгельм впоследствии отзывался о воспитателе без особого почтения и считал, что тот оказал на него скорее негативное воздействие. Когда молодой Вильгельм чуть подрос, стал вопрос о том, какой образец будет взят за основу его образования. И тут впервые сказались либеральные, нетрадиционные для Пруссии взгляды его родителей. Они решили, что именно гуманитарные предметы должны стать основой образования их сына, и они должны получить приоритет перед военной муштрой. Хотя, конечно, полностью отказаться от военного воспитания, от плаца, было невозможно. Это все-таки Пруссия, как говорил Мирабо, Пруссия — это армия, у которой есть государство. Этот гуманитарный крен был задан, но по настоянию Хинспеттера Вильгельм должен был обучаться с обычными детьми, которые были выходцами из семей таких средних буржуа. Или если на немецкий манер, конечно, бюргеров. Воспитатель считал, что для будущего монарха необходимо понять мысли и чувства народа и познакомиться и пообщаться с выходцами из других классов, из которых в будущем, возможно, будет состоять его окружение. Все это он дополнял тем, что по средам и субботам Вильгельм и его младший брат Генрих во второй половине дня ходили на фабрику и общались с рабочими для того, чтобы узнать их жизнь. Позднее Вильгельм утверждал, что эти поездки сослужили ему хорошую службу, и именно отсюда он проникнется симпатиями к простому народу, но мы потом увидим, какого рода будут эти симпатии, в общем, поймем, насколько сильно эти поездки на него повлияли. Или не повлияли вообще. Стоит сказать, что в образовании Вильгельма и Генриха мне бросился в глаза значимый, как мне кажется, факт, хотя и не так остро связанный с нашим повествованием, о том, что принца Генриха обучали меньше, и его отдали потом в реальное училище, в котором программа была попроще, потому что он собирался стать моряком, и как наследника престола потенциального его не готовили. Это, в общем-то, не очень дальновидно, потому что, как мы знаем, всякое может случиться. Вспомним хотя бы пример современника Вильгельма II, Александра III, его старшего брата Николая, который должен был стать правителем, но умер в 21-летнем возрасте. Тем временем наш Вильгельм подрос и в 1877 году сдал экзамен и получил право на поступление в университет. Тут стоит отметить, что в классе экзаменовалось 17 человек, и Вильгельм по результатам оказался 10-м, что, прямо скажем, далеко не выдающийся результат. Но главным результатом этого экзамена для Вильгельма стало то, что он получил больше свободы. Во-первых, он наконец избавился от опеки Хинспеттера. И во-вторых, как мы помним по видео об Отто фон Бисмарке, в университете в тогдашней Пруссии можно было свободно выбирать предметы для образования. Кстати сказать, Вильгельма с Бисмарком еще и роднит то, что он тоже специализировался в области права,
и государственного управления, что, в принципе, логично, и в видео о Бисмарке я говорил, что это, по сути, был единственный выбор для человека, который стремился сделать карьеру в государственном аппарате. В это же время становится понятно, что Хинцпетер в целом, по крайней мере, потерпел крах в своих попытках приблизить Вильгельма к народу, потому что лекции он не посещал, а профессора приходили и обучали его на дому. В этот же период молодой Вильгельм женился, что, в общем, было сравнительно поспешным решением, и родители не очень его одобряли, но, вероятнее всего, это связано с тем, что он пытался разорвать узы, которые связывали его с родителями окончательно. Ведь в то время, да и, в общем-то, наверное, практически во все времена, именно брак считается таким этапом, когда человека окончательно можно признать было взрослым. Когда учеба Вильгельма в университете подходила к концу, он хотел совершить мировое турне такое или хотя бы съездить в Египет. Но его дед, правивший монарх Вильгельм I, не любил ни путешественников, ни путешествия. И, в общем, заявил, что внуку пора бы в армии служить. Мы все-таки, опять же, в Пруссии, хоть теперь это и Германская империя. Тут нас стоит отметить, что, конечно, армия не возникла в жизни Вильгельма внезапно. Когда ему еще было 7, к нему впервые был представлен военный гувернер, то есть помимо Хинцпетера у него был, соответственно, по военной части, скажем так, воспитатель. И с ним, в отличие от того же Хинцпетера, у него сложились прекрасные отношения. Ему очень нравились уроки игры на барабане. В 10 лет он был зачислен на военную службу. И, кстати сказать, ему пришлось пройти то, что называется курсом молодого бойца, без скидок на его физический недостаток и царское происхождение, скажем так. В том же 10-летнем возрасте он впервые поучаствовал в военном параде. И когда в 1879 году 20-летний принц уже полноценно начал службу в Потсдамском гарнизоне, та пришлась ему очень даже по нраву. Здесь он обрел окончательное вот это ощущение независимости от родителей. И его новой семьей, которой, возможно, ему в детстве как раз не доставало, стали офицеры-однополчане. И в то время он писал о себе. Мне всегда было легко в кругу товарищей, где царил старый прусский дух. Вильгельма также в целом привлекало общение с офицерами, которые происходили из юнкерских семей. Для многих из них кайзер будущий был кем-то вроде идола. И атмосфера всеобщего преклонения, безусловно, была очень приятна Вильгельму. В будущем мы увидим, что эта склонность его имела крайне пагубные последствия для Германии. Кстати, в этот же период он познакомился с Марком Твеном совершенно случайно, и американский писатель не произвел на него сколь-нибудь особого впечатления, Вильгельм счел того скучным. В этот же период постепенно начинает формироваться будущее окружение кайзера Вильгельма и его политические взгляды. Он познакомился с капитаном Адольфом фон Бюловым, который был братом будущего канцлера Бюлова, и с 1879 года он был адъютантом Вильгельма. И именно в связи с влиянием Бюлова связывают довольно быстрое превращение Вильгельма в типичного вояку-прусака. Хинцпетер и родители Вильгельма были в шоке от того, как быстро и без всякого сопротивления из подопечного выветрилось все то, что ему пытались вложить в голову. А Бюлов руководствовался набором достаточно простых принципов, которые Вильгельму были явно симпатичны. Корона – это источник высшей власти, а парламент – это то, что мешает этой самой высшей власти. И к нему прислушиваться не стоит. Вильгельм также в этот период познакомился со многими людьми, как я уже говорил, которые составят его окружение. Например, Адольф Вильд станет потом военным министром уже в период Первой мировой. Здесь же он познакомился с племянником знаменитого фельдмаршала Гельмута фон Мольтке Юлиусом, который встретит Первую мировую в должности шефа Большого генерального штаба. Здесь же он познакомится с канцлером будущим, с которым встретит Первую мировую войну, Бетман Гольвигом. Большое влияние на Вильгельма в этот период также приобрел еще один будущий начальник генерального штаба Альфред фон Вальдерзее. Тот был намного старше самого Вильгельма, очень плохо относился к отцу Вильгельма Фрицу, и, по его мнению, кайзер Вильгельм, будущий кайзер, был совершенно другим человеком. У него есть характер и формируются вполне определенные взгляды. Он настолько же несгибаем, насколько его отец слаб. К сожалению, отношения у них неплохие. Было бы лучше, если бы они жили подальше друг от друга. Впоследствии мы увидим, что он ошибется примерно во всем и будет одним из главных разочаровавшихся в Вильгельме. Но опять же, это будет позже. И вот если мы хотим просуммировать результат влияния окружения, нового вот этого окружения Вильгельма на него,
то нам необходимо обратиться к его знакомому, принцу Рудольфу, наследнику австрийского престола в тот момент. Вильгельм в течение нескольких лет был с ним в достаточно хороших отношениях и выбалтывал тому некоторые вещи, которых не стоило выбалтывать. Это, в общем, большая была проблема Вильгельма. И сам Рудольф впоследствии суммировал впечатления от общения с Вильгельмом следующим образом. Несмотря на свою юность, Вильгельм уже сложившийся юнкер-реакционер. О парламенте он отзывается как о свином хлеве, о депутатах оппозиции как о собаках, которых нужно публично выпороть. Отца Вильгельма Фридриха не любил не только Вальдерзей, да и, впрочем, многие военные, но и еще один, очень влиятельный, или же самый влиятельный человек германской политики. Это был Отто фон Бисмарк. Фридрих был известным либералом, и, наверное, сейчас бы его назвали подкаблучником, потому что жена оказывала на него невероятное влияние, и в глазах военных, конечно, это уничтожало его авторитет совершенно. И Бисмарк, понимая, что с фрицем он вряд ли сладит, и тем более с его женой, начал осуществлять заходы в сторону молодого Вильгельма. И он считал, что первым делом необходимо вытащить его из замкнутого офицерского общества, для чего следовало перевести его резиденцию в Берлин. Но министерство 2 раза протестовало, потому что приличествующий дворец в Берлине подобрать сложно, это все очень дорого. И в итоге в качестве компромисса решили прикомандировать Вильгельма к ведомству обер-президента Бранденбурга в Потсдаме, чтобы молодой принц набирался там опыта в государственном управлении. Также, по настоянию Бисмарка, Вильгельм начал участвовать и в международных делах. В мае 1884 года он впервые побывал в России по случаю совершеннолетия наследника Александра III, царевича Николая, кузена Ники, как он впоследствии будет его называть. И Вальдерзей, участвовавший также в этой поездке, так суммировал впечатления о принце. Принц проявил себя способным дипломатом. Он не упускал случая показать, что прибыл сюда не ради развлечения и обнаружил хорошее понимание обсуждавшихся проблем. И, что самое главное, умело скрывал свои собственные взгляды на них. Укрепление позиции Вильгельма еще больше обострило его и без того непростые отношения с родителями. Те, как я уже говорил, не одобряли политические взгляды сына, но больше всего фрица задевало то, что у простых немцев сын пользовался большей популярностью, чем он сам. Весной 1885 года крайне влиятельный впоследствии серый кардинал германской дипломатии Фридрих Август фон Гольштейн отмечал: «Мне доносят, что в народе последнее время можно услышать такие высказывания. Из кронпринца хорошего правителя не выйдет. Мы хотим принца Вильгельма, он будет вторым Фридрихом Великим». Еще одной точкой обострения конфликта отцов и детей стали англофобские взгляды самого Вильгельма. Так, например, он в открытую радовался провалу английской попытки деблокировать хартумский гарнизон в период суданского кризиса. И опять же, все тот же Вальдерзей, наблюдательный, на мой взгляд, очень точно отразил причину этой англофобии. Принц стал настоящим англофобом, что представляет собой вполне естественную реакцию на попытки его матери превратить детей в маньяков-англофилов. Стоит также сказать, что мать Вильгельма, Виктория, на самом деле ходила где-то около государственной измены. Она тайно отправляла на родину картины английских художников из немецких музеев, передавала англичанам материалы, компрометирующие Бисмарка. А 30 декабря 1880 года она вообще написала матери, что ввиду растущих колониальных амбиций Германии имело бы смысл увеличить численность военно-морского флота Великобритании. Ей, конечно, очень повезло, что ее мужем был не Генрих VIII, а за окном стоял не 16-й, а куда более внешне, по крайней мере, цивилизованный 19 век. В августе 1886 года конфликт еще больше обострился, когда Вильгельм должен был вновь отправиться в Россию, но на этот раз у него была серьезная дипломатическая миссия. Фриц так высказался по этому поводу: «Незрелость и неопытность моего старшего сына в сочетании с характерными для него качествами самоуверенности и импульсивности исключают для него занятия иностранными делами. Более того, это было бы опасно, в том числе и для него самого».
Но если тон отца был скорее дипломатичным, то мать себя вообще не сдерживала. Вряд ли кто будет отрицать, что все это нелепо и непродуктивно. Вильгельм в политике – зеленый юнец, он слеп, дезориентирован и склонен к необдуманным поступкам. А в разговоре с австрийским дипломатом она вообще назвала сына варваром и заявила, что ей гораздо симпатичнее кронпринц Рудольф. Однако на Бисмарка, который сделал уже свою ставку в этой борьбе на Вильгельма, все это не произвело ни малейшего впечатления. Именно Вильгельм отправится в Брест-Литовск на встречу с Александром III. Тут отметим, что союз трех императоров, который когда-то заключил Бисмарк, к тому времени уже висел на волоске, и ему с Россией еще удастся заключить договор перестраховки. Но в целом, конечно, Россия уже начала медленно дрейфовать в сторону союза с Францией. Это было, в общем, логично, но это отдельная, конечно, в данном случае история. Здесь нам важно, что Вильгельм получал серьезный опыт государственного управления под крылом железного канцлера. Позже его обучение премудростям государственного управления продолжил уже сын Отто фон Бисмарка Герберт. Иногда считают, что Герберта престарелый канцлер готовил себе в наследники, хотя сложно сказать, насколько у него существовала всерьез такая мысль. В своих мемуарах Вильгельм отрицал вообще сколько-нибудь близкие связи с Гербертом, однако сохранилось множество свидетельств об их совместных похождениях, включая охоту за актрисами придворного театра. Тут стоит сказать, что Вильгельм был дичайшим охотником за каждой юбкой, и его похождения вполне могут составить отдельный материал, но это не вполне мой профиль. Но возвращаясь к обучению Вильгельма, все это вызвало приступ ревности со стороны его отца. Фриц писал сердитые послания на имя Бисмарка, но добивался примерно того же, чего и всегда. Бисмарк был, конечно, глыбой, сдвинуть которую с места силой было совершенно невозможно. И конфликт и дальше бы развивался в том же духе, но в январе 1887 года ситуация резко изменилась. Фридриха охрип голос, воспалилась гортань, и его начали лечить от простуды, но болезнь не проходила. И профессор медицины, который обследовал пациента, сделал вывод, что налицо признаки раковой опухоли. По этому поводу разгорелись жаркие споры, вызвали иностранных специалистов, потом полемика даже вышла на страницы медицинских журналов. И пока все это решалось, а здоровье Фридриха находилось под большим вопросом, в мае 1887 года кайзер издал распоряжение, согласно которому представлять его на 50-летнем юбилее правления королевы Виктории должен был внук Вильгельм, а не сын Фридрих. Сам Фридрих проходил в это время курс лечения, но оказался крайне недоволен таким решением. И Виктория писала по этому поводу своей матери язвительное послание. «Надеюсь, ты не будешь очень сердиться на Вильгельма. Уверена, что он несознательно допустил эту наглую выходку. Все идет из темных глубин его души, как следствие недостатка такта и рассудка. Иначе бы он таких глупостей не делал». На этот раз, однако, Фридриху и Виктории удалось добиться своего. Распоряжение было отменено, и это вызвало новый приступ англофобии уже у самого Вильгельма. По поводу королевы Виктории, своей бабушки, он выразился, что старухе пора бы в могилу, а что касается самой Англии, то на нее зла не хватает. Вильгельм решил отправиться в Англию своим ходом. Он рванул по Северному морю на борту торпедного катера. Катером этим командовал на тот момент никому неизвестный капитан Тирпиц. Еще одно судьбоносное знакомство. В Англии смирились с тем, что Вильгельм приехал по своей воле, не вышвыривать же родственников в конце концов, но разместили Гогенцоллернов подальше друг от друга во избежание инцидентов. Ну а вот на банкете Вильгельма усадили рядом с темнокожей сестрой гавайского короля. Это могло бы сойти за случайность, но на следующий день ситуация повторилась. Это было явным намеренным унижением, которое было мелким, глупым, бессмысленным и пагубным впоследствии. Оно было тем пагубнее, что состояние отца Вильгельма Фридриха ухудшалось, болезнь прогрессировала, и он стал похож на собственную тень. Он еще более безропотно, чем обычно, подчинялся капризам супруги. Она не нашла ничего лучше, чем таскать его по городам Европы. И в результате, когда престарелый кайзер Вильгельм I пригласил к себе докторов, чтобы они просветили его насчет болезни сына, те единодушно высказались против операции, считая, что время уже упущено. Впоследствии его еще попытаются прооперировать, но ситуацию это не изменит. Вот 15 ноября 1887 года появилось официальное сообщение о болезни кронпринца. Было ясно, что Фридрих обречен. И 3 днями позже молодому Вильгельму были переданы полномочия официально представлять рейх на международных мероприятиях. И уже следующий, 1888 год, вошел в германскую историю как год 3 кайзеров.
9 марта этого года, без 2 недель, 91-летний Вильгельм I, первый кайзер Второго Германского рейха, умер. Его наследником стал сын Фридрих III. При этом даже самому Фридриху было ясно, что его правление не будет долгим. Крайне показательным был эпизод, когда министр финансов решил обсудить с ним, какое изображение использовать для чеканки на монетах, и сказал новому кайзеру, что понадобится несколько месяцев для того, чтобы запустить производство. На что он сказал: «Так долго я не проживу». И в этот момент, казалось бы, у семьи самая настоящая драма происходит. И на какое-то время можно было бы позабыть о конфликтах, объединиться как-то. Но мать Вильгельма Виктория к этому была не готова. Она вообще пребывает в этот момент в какой-то параллельной реальности. В частности, она писала дочери: Через неделю все поправится, в Потсдаме кайзер быстро выздоровеет. Ну и она добивается того, что Вильгельма не подпускают просто к Фридриху. При этом он постоянно ему говорили, что кайзер спит, а ее величество прогуливается, хотя корреспонденты из газет имеют право один на один интервьюировать Фридриха, а его собственный сын и наследник не имеет к нему доступа. Все это продолжалось вплоть до последнего момента, и Вильгельм увидит своего отца уже лишь мертвым. Если вы думаете, что хотя бы смерть мужа смягчит ее отношение к сыну, который вообще-то только что потерял отца, то вы ошибаетесь. В это время она так писала своей матери о Вильгельме: Такого сына ни одной матери не пожелаешь. Первоначально после коронации Вильгельм решил с головой погрузиться в дело государственного управления, но быстро остыл к этому делу и вскоре стал принимать министров даже реже, чем престарелый Вильгельм. При этом даже для тех, кого он принимал, существовал строгий лимит времени, и, выслушивая доклады, он мог рисовать какие-нибудь фигуры там на листе бумаги, часто прерывал говоривших, кликаясь на мелочи, вроде того, что труба на крейсере выглядит неэстетично, ее необходимо переставить. И в целом о распорядке дня Вильгельма в качестве кайзера свидетельствует эпизод 1911 уже года. Но он был крайне характерным, и мы его здесь приведем, несколько нарушив хронологию. Тогдашний канцлер Бетман Гольвек не хотел тревожить Вильгельма по воскресеньям. И сам Вильгельм не мог этого понять. Если бы имперский канцлер знал мой распорядок, он бы понял, почему я его хочу видеть именно в воскресенье. Краткая аудиенция нам обоим ничего не даст, а во время прогулки он может мне подробно обо всем рассказать. Но в будние дни мне некогда, сразу после завтрака и обеда я отправляюсь на охоту. Вот так управлял кайзер Вильгельм II, примерно по такому принципу. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. Это каким же начальником? А мне все равно. Стоит также сказать, что у него невероятная просто была страсть к охоте. В 1886 году ему даже удалось поохотиться на медведя во владениях Антона Радзивилла. В 1890 он за один день уложит 550 фазанов, а в 1897 даже в газетах опубликуют список его охотничьих побед по случаю 25-летия убийства им первой дичи. Еще одной страстью кайзера стали яхты. Он регулярно посещал морскую неделю в британском портовом городе Коу, а потом по образцу этого мероприятия стали проводить кильскую регату, где он участвовал ежегодно в гонках на яхтах. И вот здесь можно предположить, что кайзер был бездеятельным монархом и предоставил все делать своим подчиненным, пустил все на самотек. Возможно, это было бы лучше, но это не так. Он был энергичным не только когда дело касалось яхты и охоты, но направлять эту энергию в определенное русло, как-то систематически работать, он так и не научился. Например, за последние 16 лет своего правления он внес ни много ни мало 37 изменений в армейскую форму. Еще одним таким достаточно комичным, я даже не знаю, как это воспринимать, эпизодом, это вообще напоминает одного знаменитого персонажа, но Вильгельм рисовал чертежи кораблей и любил это делать еще с детства, но проблема в том, что потом это не прошло, и он всерьез считал, что он способен сконструировать корабль. Один итальянский адмирал, увидев один из таких проектов кайзера, просто рассыпался в комплиментах по этому поводу. Ваше Величество создали корабль, который будет самым мощным, самым устрашающим и самым изящным из всех, которые видел мир.
Мачты выше не бывает, орудия по дальнобойности превосходят все имеющиеся. Капитанская каюта, кубрики — все на самом высшем уровне. Плавать на таком корабле — истинное удовольствие. Этот чудесный корабль имеет только один недостаток. Он не сможет держаться на воде, утонет сразу, как кусок свинца. И действительно, все бы ничего, ну ладно, он воображает, там себе что-то делает, но офицеры главного морского штаба тратили немало времени и сил, доводя вот эти вот эскизы до уровня рабочих чертежей. Эти задумки сыпались как из рога изобилия, из них ничего не выходило, но это было не только тратой времени Вильгельма, но и тратой времени вполне себе серьезных людей, которые могли сделать что-то более полезное. Еще одной страстью его, начиная с 1911 года и потом уже в изгнании, будет археология. 8 мая 1912 греческий король даже специальным указом выделил кайзеру участок на территории острова Корфу, где он вел раскопки. До этого его уже перекопали, но кайзер был в восторге. По 6-8 часов в день он отдавался этому увлечению, и, как говорят, ничто не могло его отвлечь. Ни красоты пейзажа, ни сообщений из Германии. В этой связи достаточно забавно, но и характерно для кайзера Вильгельма выглядит следующее его высказывание. Я, конечно, не профессионал, но, видимо, это хорошо, что провидение избрало именно меня для того, чтобы наметить новые направления в археологии. Можете называть это манией величия или неадекватной самооценкой, неадекватным восприятием реальности, но вот он был таким. Еще одна важная черта у Вильгельма, которая обнаружилась уже в начале его правления, а на самом деле была заметна даже еще раньше, это то, что он очень заботился о своей популярности и был готов менять свою политику в угоду общественному мнению. Здесь можно вспомнить, что в лицее, где в основном его товарищи были либеральных взглядов, он с удовольствием с ними разыгрывал сцены дебатов в Рейхстаге. Оказавшись в кругу военных, он резко стал ярым реакционером. Матери, однако, на основе личной неприязни удалось добиться прямо противоположного, но общий конвей это не противоречит, потому что взгляды Вильгельма реально зависели от личных симпатий и антипатий. И все это умножалось на то, что Вильгельм хотел, чтобы о нем говорили. Существовало даже такое высказывание, что кайзер хочет быть покойником на всех похоронах и женихом на всех свадьбах. Подводил его также его острый язык и шарахание из стороны в сторону. Он то заявлял, что наша политика — это политика мира, а потом на банкете, устроенном в Бранденбурге, заявлял, что союзником Пруссии является божественный промысел и что он новый Фридрих Великий и поведет страну к победам. И многие с тревогой отмечали такие шарахания и стали называть его Вильгельмом неожиданным за глаза, конечно. И впоследствии Вальдерзее, который, как мы помним, восхищался принцем Вильгельмом, написал о нем в дневнике. Ни по одному из вопросов у кайзера нет своего мнения или представления о том, что нужно предпринять. Печально, но он не более чем воск, из которого разного рода умники лепят то, что им нужно. Поразительно, как он мечется из одной крайности в другую. Определенная, наверное, склонность к мании величия проявлялась и в демонстративности, и любви к блеску и мишуре, которые противоречили прусским традициям. За это его, в частности, критиковал тот же Вальдерзее, который возмущался, что новая яхта стоит 4 миллиона марок, новый архитектурный шедевр стоит 2 миллиона, и все это за государственный счет. И расходы еще и росли из-за того, что Вильгельм все больше входил во вкус жизни на колесах и впоследствии получит прозвище кайзера-кочевника. Путешествовал он, разумеется, со всеми удобствами, у него был специальный поезд, где сам он занимал 3 вагона, а в остальных размещалась обслуга. У него было 69 собственных замков, и всегда он предпочитал путешествовать в компании такой большой свиты. И в этой свите в основном находились военные, которые политикой-то мало интересовались. Вальдерзее был скорее здесь исключением. Но их главное предназначение вот этой свиты было терпеливо выслушивать бесконечные монологи Вильгельма. И тут очень яркий и, пожалуй, наверное, трагикомический пример — это тирада, которую пришлось выслушать Хлодвигу Гагенлою, еще одному будущему канцлеру. На музыкальном вечере в Берлинском дворце он выслушал пересказ недавней речи кайзера во Франкфурте на Майне, лекцию о преимуществах гидроэнергетики, особенно для мелких ремесленников, устройство амбразуры в Берлинском замке, все это без пауз. А амбразуры эти должны были предотвратить захват власти социал-демократами. А дальше Вильгельм перешел к тому, как должен выглядеть памятник его деду. Некоторым из его свиты это давалось очень даже нелегко, но они это умело скрывали. И один из них имел
обыкновение после такой своеобразной смены у этого воображаемого станка запереться в комнате, отвести душу парой громких ругательств и завалиться спать на сутки. Здесь стоит отметить, что вырисовываются черты действительно окружения кайзера. То есть они были льстецами во многом, они не могли ему противоречить, иначе удалялись из этого. И там были зрители и участники его развлечений. Тоже очень яркая история Юлиуса фон Мольтке, племянника Гельмута фон Мольтке, я уже говорил, который станет начальником генерального штаба, встретит в этой должности Первую мировую войну. Предполагают, что Вильгельм возвысил Мольтке из-за его музыкальных способностей, и из-за давнего знакомства. И, очевидно, это не те качества, которые следует искать в начальнике генерального штаба войск. Люди же, находящиеся на правительственных должностях, пытались всячески как-то приноровиться. Так, например, Капреви, который был канцлером после Бисмарка, часто отступал от своих принципов. Гогенлой обычно тянул время, надеясь, что о своей безумной идее Вильгельм забудет и все. Или поймет ее бесполезность. Но необходимо было, в общем-то, не разочаровывать кайзера Вильгельма. Это было самым важным правилом. И первым таким человеком, который фактически попал по такому механизму в опалу, был тот самый Вальдерзей, о котором я уже много раз упоминал. Он сменил Гельмута фон Мольтке на должности шефа Большого генерального штаба и, судя по всему, не только на страницах дневника высказывал недовольство кайзера. Все это, однако, не слишком сильно влияло на политику Германской империи, пока канцлером был Отто фон Бисмарк и держал управление в своих руках. Как мы помним, еще во время правления Вильгельма I Бисмарк сделал ставку на молодого принца, и когда стало ясно, что Фриц болен, то, очевидно, эта ставка сыграла. Но уже в 1887 году, то есть еще до смерти Вильгельма I, между ними возник первый серьезный конфликт, когда Вильгельм вместе с Вальдерзеей оказался на собрании сторонников Адольфа Штеккера, протестантского пастора, который проповедовал идею христианской любви как альтернативу социализму. Вильгельм был очарован пастором, даже сравнивал его с Лютером, но появление там самого Вильгельма вызвало скандал, потому что в отношении Штеккера было уже несколько исков за оскорбление журналистов, и неделю спустя сын канцлера Герберт посоветовал Вильгельму прекратить поддержку такого сомнительного персонажа, а сам Бисмарк направил Вильгельму достаточно строгое, но дипломатичное послание. Тем не менее, все это, конечно, вызвало обиду Вильгельма. И как сам Вильгельм заявлял, пока он еще даже не стал кайзером, когда я начну править, полгода я потерплю старика, а потом избавлюсь от него. Таким образом, Бисмарк вызвал у него ту самую личную антипатию и недооценил характер молодого монарха, считал, что справится с ним. Канцлер стремился создавать специально проблемы для Вильгельма, чтобы тот не мог обойтись без помощи самого Бисмарка. Но Вильгельм II был не похож на своего деда. Его волновал вопрос о власти, а не вопрос о том, справится он с ней или нет. Поэтому Вильгельм все больше раздражался в отношении Бисмарка, и ситуация обострилась, когда началась стачка горняков в Вестфалии и распространилась по всему Рурскому бассейну. Бисмарк в целом в этот момент был настроен, конечно, против рабочего движения и выступал за жесткие методы, но Вильгельм был против. И он сделал шаг, который по тем временам был революционным. Он пригласил представителей рабочих и предпринимателей к себе в Берлинский дворец, даже озвучил неожиданную угрозу в адрес предпринимателей. Если фирмы не повысят зарплату, причем немедленно, я прикажу вообще убрать оттуда войска. Бисмарк на это отреагировал, но ведь собственники это тоже ваши подданные. И он имел в виду, что забастовщиков надо приструнить, но Вильгельм достаточно резонно, надо сказать, возразил, что не хочет начинать правление с того, что измажется кровью своих соотечественников. Последним триггером, который просто взорвал отношения между канцлером и юным кайзером, стал вопрос о продлении чрезвычайного закона против социал-демократов. О нем мы говорили подробнее в видео о Бисмарке, здесь не будем повторяться. В конечном итоге дело пришло к отставке Отто фон Бисмарка. Стало ясно, что Вильгельм добился своего, и теперь он будет управлять самостоятельно. Вильгельм решил править самостоятельно и считал, что он совсем справится, но окружавшие в целом скорее не были с этим согласны.
Такое мнение, например, выражал адъютант его брата принца Генриха. Кайзер хочет казаться простым рубахой парнем, но на самом деле он тщеславен и неуправляем. В нем нет внутреннего трепета перед Господом. Нет и настоящей мужественности. Будем надеяться, что все это придет со временем. Если здесь еще есть хотя бы полутона, то, например, мнение короля Саксонии, высказанное после очередных военных маневров, звучало более категорично. Командующий из него никакой. Ему следовало бы взять пример со своего деда и слушаться советов экспертов. Фридриха Великого из него не выйдет. И в целом кайзер не изменял воинственной риторике, но довольно быстро окружение начало понимать, что Вильгельм II по складу характера реальному далек от Фридриха Великого. И вот эта партия войны, партия милитаристов или ястребов, как их ни назови, они в целом были разочарованы. И 4 июля 1897 года Вальдерзее записал в своем дневнике мнение, которое, в общем-то, разделялось единомышленниками его. А Вальдерзее был сторонником партии войны, сторонником идеи превентивной войны. Кайзер, как я с некоторых пор понял, никоим образом не тот человек, который даст приказ на наступление. Более подробно о милитаристах и их роли в Германии мы поговорим в отдельном видео. Для Бусти выйдет о прусском милитаризме конкретно. Здесь же мы продолжим рассматривать личность Вильгельма. Как я уже говорил, Вильгельм был популистом, прямо скажем. Понятие это я не использовал, но очевидно, для него была популярность очень важна. И он, став кайзером, выдвинул такой план развития империи, состоящий из 8 пунктов. Причем там планы типа улучшить армейскую подготовку, примириться с Россией, более тесно сотрудничать с Великобританией, поддерживать дружеские отношения с Данией. Вальдерзее считал, что реально воплотить план этот в жизнь невозможно, и считал, что кайзер лишь стремится получить всеобщую популярность. По большому счету, так и есть. Это даже не план, это лозунги. Тем не менее, он продолжал заигрывать с идеей народной монархии, говорил, что надо построить такое государство, где простой человек из народа предстанет перед своим правителем не как подданный, а как член семьи перед своим отцом. Но все это, конечно же, ерунда, прямо скажем. И в скором времени с ним происходит то, что я для себя отметил как неизбежный разворот любого популиста. То есть в большинстве своем популисты, которые очень прям хотят снискать расположение, они быстро разочаровываются, когда оказывается, что они не так популярны, а лозунгами народ не накормишь, обещаниями. И в результате они начинают: вот, я вам все. Кстати, да, вы мне вот так. Вильгельм будет в таком духе высказываться в 1918 году, но до этого мы еще дойдем. И в итоге кайзер приходит к идее противостояния с парламентом, говорит, что это сборище шпаков. А когда 29 апреля 1893 года, то есть к концу 5-го года правления кайзера Вильгельма, появилось произведение бременского историка Людвига Квиде «Калигула», Вильгельм и вовсе очень сильно обозлился. В этом произведении автора, который впоследствии станет депутатом Веймарской республики, лауреатом Нобелевской премии мира, проводились параллели между Калигулой и Вильгельмом. Несложно догадаться. Имела книга огромный успех. Вальдерзее написал, что аналогия потрясает, но надеюсь, что для кайзера нашего закончится все не так печально. А Вильгельм был в ярости. Против Квида было выдвинуто обвинение в оскорблении величества, и он 3 месяца отсидел в заключении. И, в общем, это стало стандартной практикой для подобных случаев. Примечательная история одного писателя, который отсидел в крепости 3 месяца, опять же, за оскорбление величества, и там он обнаружил всего 3 узников. Учителя музыки, который назвал кайзера зеленым юнцом, редактор антисемитского журнала, который высказал мнение, что кайзер попал в путы еврейского заговора, и юриста-дуэлянта, который застрелил своего противника в ходе поединка. И в общем и целом по этому закону выносилось приговоров на 365 лет каждый год для подданных империи. И дальше Вильгельм все больше и больше разворачивается к реакции. Сильное впечатление на него, кстати, произвела новость об убийстве анархистами французского президента Сади Карно. И ни о каких прогрессивных мерах он больше не хотел слышать. По его мнению, то, что я и говорил, немецкие рабочие проявили черную неблагодарность в ответ на все то хорошее, что он для них сделал. И чем дальше все шло, тем больше Вильгельм не хотел разговаривать, а переходил сразу к угрозам. Яркий пример, когда кто-то заметил в беседе, что
полностью Вильгельм может положиться только на Пруссию, но вот южногерманские государства, они как бы соу-соу. Вильгельм сказал, если южные немцы захотят сорвать мои планы, я просто объявлю им войну. У Пруссии 18 армейских корпусов, а у них 3 или 4, так что посмотрим, чья возьмет. Еще больше все это усугубило покушение на кайзера 6 марта 1901 года. Психически больной мастеровой по имени Вейланд метнул в него какую-то железку, которая угодила прямо в лицо и оставила глубокую рану под правым глазом. Окружавшие говорили, что это покушение очень сильно сказалось на психике кайзера, и свойственная ему импульсивность стала проявляться гораздо чаще. Но больше всего, конечно, любят обсуждать вот эти шарахания Вильгельма во внешней политике. Так, все тот же Вальдерзее, по сути, суммировал вот эти опасения окружения Вильгельма уже на начальном этапе его правления. Особенно меня беспокоит, так это тот факт, что у кайзера до сих пор нет твердых, устоявшихся взглядов. К счастью, за пределами узкого круга никто об этом не подозревает. Как часто я был свидетелем его шатаний между Австрией и Россией. Как часто он менял свои взгляды о тех или иных лицах. Сегодня он самого лучшего мнения о том-то и о том-то, а через несколько дней и слышать о нем не хочет. Или наоборот. Вот у Бисмарка вроде тоже не было каких-то прям четких устоявшихся взглядов. Ну, они были, но очень подвижные. Но речь не шла о шараханиях настоящих из стороны в сторону в очень короткий срок и без всякого объяснения причины. То есть, условно говоря, мы можем здесь провести, не знаю, там параллели с пактом Молотова-Риббентропа, сказать, вот Сталин от ненависти к нацистам шарахнулся резко к заключению пакта с ними, но там были причины, это было, в общем, понятно для окружающих. То, что делал Вильгельм, его бросание, они не были понятны, в этом-то и проблема была. Вильгельм уже на раннем этапе правления решил не продлевать договор перестраховки с Россией, который, в принципе, и так-то вряд ли что-то серьезное значил. Но он заверил графа Шувалова насчет того, что он будет стремиться к сохранению германо-русской дружбы, и в целом он будет стремиться выстраивать личные отношения с Николаем II. Особенно это стало важным, когда состоялся русско-французский союз официально. В этот момент кайзер произнес одно из самых разумных высказываний своих за всю жизнь, вероятно, по крайней мере, публичных. Европейский мир напоминает больного сердечника. Он может себе жить и жить даже очень долго, а может с той же вероятностью в любой момент умереть внезапно и неожиданно. Уже сразу после вступления на трон Николая II в 1894 году Вильгельм стал искать к нему аккуратные подходы, и началась их знаменитая переписка, которая будет длиться вплоть до последних дней перед Первой мировой войной. И в основном в ней Вильгельм апеллировал к принципам монархической солидарности. В принципе, это было достаточно разумно, это та же почва, которую Бисмарк искал в отношениях с Россией. И самым ярким в этом плане эпизодом стали, конечно, соглашения 1905 года, когда Россия была втянута в войну с Японией, и, в общем, ее отношения с той же Великобританией были очень тяжелыми, потому что Великобритания фактически поддерживала Японию, да и флот, который перебрасывался с Балтики на Тихий океан, обстрелял британцев, и Британия и Россия оказались на грани войны, плюс и в Азии у них были большие конфликты, из-за колониальных споров, называемая «большая игра». И в 1905-м Вильгельм и Николай заключили Бергское соглашение, о котором Николай не уведомил своих министров. В результате те надавили на него, потому что посчитали, что он будет противоречить русско-французскому союзу, и Николай заявил, что французы должны подтвердить это соглашение, и тогда только оно будет работать. В общем, в итоге оно не состоялось. Ну и в целом следует сказать, что отношение Вильгельма к Николаю и тон писем, он такой постоянно покровительственный достаточно, что было понятным. Вильгельм считал себя старшим товарищем в этой ситуации, но не очень разумным. Да и в принципе есть многие свидетельства, что после общения с Вильгельмом Николай был сам не свой, и ему было не очень комфортно это все. Довольно-таки нечасто в публикациях, по крайней мере таких общих, упоминают о попытках Вильгельма наладить отношения с Францией. И здесь, на мой взгляд, больше всего проявляется именно его характер.
во внешней политике. Так, например, он после китайского вояжа европейцев по подавлению там восстания, об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим, и о знаменитой гунской речи, он устроил прием для 2 французских офицеров высокопоставленных. Он похвалил очень французский контингент, который, по его мнению, по крайней мере, он так сказал, был лучшим из всех отправленных туда, и отметил, что французские и немецкие солдаты были плечом к плечу, и начал, в общем-то, обдумывать идею примирения с Францией окончательного. Но когда он пытался встретиться, например, с французским президентом, в Риме это происходило, тот вообще не явился. Во время Кильской недели 1907 года он пригласил на борт яхты, которая заняла первое место тогда, не своей яхты, французского дипломата, и поделился с ним мечтами такой о единой Европе. Он заявил, что я прошу руки Франции, более того, я страстно хочу ее объять в этот момент. В 1912-м в Вене Бертхольду он вообще заявил, что надо создать тройственный союз между Германией, Францией и Великобританией, направленный против Соединенных Штатов и Японии. А уже в 1913-м он заявлял, что Германия, Британия и Соединенные Штаты имеют общие интересы, а Франция и Россия – это полуварварские страны. То есть Вильгельм и метался, и есть ощущение, что он опять же переоценивал свои возможности. Почему я говорю, что здесь очень ярко проявился его характер? Он, вероятно, искренне считал, что вот я сейчас скажу, я вот сделаю шаг, и все. Но объективная логика была такова, что Франция и Германия были противниками. Вот это игнорирование реальности можно в каком-то смысле назвать волюнтаризмом. Большое внимание уделял Вильгельм и колониальным вопросам, и в частности, когда в Китае были убиты 2 немецких миссионера в 1897, он заявил о желтой опасности. Вообще у него какой-то был пунктик насчет желтой опасности. Он часто Николаю писал, что вот Николай должен защищать Европу от желтой опасности. Не понимаю, каким образом могла она прийти в Европу на тот момент. Ну да ладно. В конечном итоге, когда в Китае уже в 1998 году следующем произошли новые волнения, убит был германский консул, Вильгельм выступил со своей уже упоминавшейся гунской речью, ее так прозвали. Он призывал не давать пощады китайским бунтовщикам и заявил примерно следующее. Также гунны при короле Аттиле 1000 лет заставили говорить о себе так, что их имя до сих пор внушает уважение. Вы должны сделать так, чтобы слово «Германия» запомнили в Китае на 1000 лет вперед, чтобы ни один китаец, какие бы там у него ни были глаза, не посмел косо посмотреть на христианина. Бюлов, бывший на тот момент канцлером, насмерть перепуганный, основательно почистил предназначенный для публикации вариант, но, по крайней мере, одна газета смогла неотредактированный экземпляр раздобыть и опубликовать. И Вильгельм, когда уже на борту своей яхты прочитал отредактированный Бюловым вариант, сказал: вы выбросили самые лучшие места. Вообще Бюлов, он таким был чистильщиком своеобразным, он постоянно бегал, чтобы как-то уладить то, что наговорил кайзер Вильгельм. И еще одна история, связанная с этим, будет, которая приведет к отставке Бюлова в конечном счете. Еще один крайне странный проект Вильгельма появился, когда началась американо-испанская война, и Вильгельм решил разыграть карту легитимизма и призвать Европу на защиту Испании против Соединенных Штатов. Но это, конечно, было сумасшествие натуральное. Естественно, мы не можем обойти вниманием и танжерский вояж Вильгельма, когда французы попытались захватить Марокко в 1904 году, и Вильгельма уговорили его советники отправиться в Танжер для того, чтобы показать, что Германия будет противостоять попыткам французской аннексии Марокко. И тогда ситуацию удалось уладить на мирном конгрессе, но в 1911-м марокканский кризис повторился. И здесь уже всерьез запахло войной, но кайзер Вильгельм каждый раз сдерживал милитаристов в момент вот такой угрозы реальной общеевропейской войны, что, безусловно, сторонников превентивной войны против России и Франции очень расстраивало. И вот когда состоялось второе Марокко, Тирпиц сравнивал его с позорными, по крайней мере, так в Пруссии их признавали, Альмютскими соглашениями 1850-го. Мольтке высказал свою знаменитую мысль, которую я приводил в видео о причинах Первой мировой, что я уйду в отставку, а Германию надо превратить в японский протекторат и упразднить армию. И милитаристы очень-очень серьезно давили на Вильгельма, и ситуацию ухудшило еще и то, что вот эти
реакционные, такие консервативные, можно сказать, круги военные стали выходить на его сына, тоже Вильгельма, как его называли, Вилли-2, или еще Вилли Маленький. И он, как и Вильгельм II, будучи наследником, тоже противопоставлял себя отцу. Вильгельм даже пошел на открытый конфликт, имеется в виду младший. Он посчитал, что соглашение с Францией по Марокко, второму марокканскому кризису, являются национальным позором, приехал в Рейхстаг и в открытую аплодировал выступлениям депутатов от оппозиции, которые критиковали правительство по этому поводу. В результате Вильгельм призвал своего сына к порядку, тот обещал вести себя как подобает, но, конечно, не перестал быть надеждой вот этих милитаристских кругов. Крайне напряженной была история взаимоотношений Вильгельма с Великобританией. Но, как мы помним, она началась еще до того, как он стал кайзером. И здесь главным, пожалуй, камнем преткновения была, конечно, идея Вильгельма о том, что Германии необходим мощный флот. Еще будучи наследником, он постоянно не упускал случая напомнить о том, что вот флот нужен Германии, присутствовал на морских маневрах. Там, кстати, и познакомиться с Тирпицем, потом ставшим капитаном и плававшим вместе с ним в Великобританию. Ну, а потом Тирпиц станет и адмиралом. Но пока находился у власти Бисмарк, флот не строился, он был противником этого и, в общем, был не одинок. Главными, конечно, противниками строительства крупного германского флота были офицеры сухопутной армии, потому что они считали, что это просто оттягивание ресурсов от этой самой армии. Примечательно, кстати, что в период канцлерства Бисмарка даже главнокомандующим военно-морским флотом был сухопутный офицер. Вильгельм обосновывал необходимость строительства флота в первую очередь защитой германских интересов в колониях, потому что Германия при отсутствии флота защитить их не могла. Но несложно догадаться, что владычица морей, признанная Великобритания, видела в росте вот этого германского военно-морского могущества серьезную угрозу. В 1895-м произошел еще один инцидент, похожий на тот, который происходил во время празднования 50-летнего юбилея правления королевы Виктории, когда Вильгельм отправился в Англию, и там предполагалось провести переговоры с премьером лордом Солсбери. Встреча должна была состояться в Коул, но Солсбери не явился. Вильгельм прождал 2,5 часа, ничего не дождался и посчитал, что ему умышленно нанесли оскорбление. В этот раз, скорее всего, речь шла о прискорбном недоразумении, но даже предполагают, что последующие действия Вильгельма, о которых мы сейчас будем говорить, были связаны с его оскорбленным, уязвленным самолюбием. В это время в Германии были обеспокоены стремлением британцев установить протекторат на Трансваале. Считалось, что это будет угрожать германским интересам в Южной Африке, где имелась не такая уж и малочисленная, быстрорастущая немецкая диаспора. И когда британцы попытались установить над Трансваалем протекторат, Вильгельм не нашел ничего лучше, чем отправить приветственную телеграмму президенту Паулю Крюгеру. Там о британской попытке говорилось как о вооруженной банде, покусившейся на целостность вашей страны, и о том, что Германия исполнена решимости восстановить мир и отстоять независимость страны от внешней угрозы. Впоследствии кайзер признавал, что это была ошибкой, что это усугубило конфликт с Великобританией без всякой на то пользы, но указывал на то, что инициатива о посылке этой телеграммы исходила от рейхсканцлера принца Гугенлоя. В любом случае, от кого бы ни исходила изначальная инициатива, кайзер как первое лицо в любом случае нес репутационные издержки в связи с этим. Стоит сказать, кстати, что в Германии отреагировали в целом положительно на это событие, а вот англичане обиделись. Королева Виктория посчитала, что ее внук поступил безобразно, и считала, что на его месте стоило бы промолчать. Принц Эдуард, дядя Берти, как его называли, осудил телеграмму как абсолютно беспричинный акт проявления недружественных чувств. Ну и простые англичане, подогреваемые прессой, отреагировали крайне бурно. Немецкие матросы, купцы подвергались нападениям. В Ливерпуле были разгромлены лавки, владельцы которых были немцами. Но вот эта острая реакция Великобритании на действия Германии, она, в общем-то,
ударило рикошетом их самих, потому что в Германии все большей поддержкой пользовалась идея строительства того самого военно-морского флота. И теперь через парламент это было проще провести. Но Вильгельм не зря называли его неожиданным. Он снова качнулся в другую сторону и, мечтая объединить сухопутную мощь Германии и морскую мощь Великобритании, заявлял, что в Англобурской войне он поддерживает Великобританию, а симпатии его подданных на другой стороне, на стороне буров. И даже говорил о том, что вот пресса подкуплена русскими на самом деле, что, конечно же, бред. В принципе, Вильгельм вообще никогда не мог себе представить, что пресса может действовать сколько-нибудь самостоятельно и как-то угождать общественному мнению. Как в случае с Великобританией, так и в случае с Германией он считал, что все это централизованный заговор, и что пресса управляется из единого центра и не может быть иначе. Но в общем и целом, пока шла Англобурская война, конечно, наладить отношения между Великобританией и Германией, хотел Вильгельм этого или нет, было невозможно. Конфликт между Британией и Германией, однако, не погасился, конечно, и с окончанием Англобурской войны, потому что германский флот рос, в Британии воспринимали его по-прежнему как угрозу и даже раздавались призывы к превентивной войне против Германии. Интересно, что в сухопутных вопросах основным таким центром, где обсуждалась идея превентивной войны, была Германия, а вот в морских вопросах идею превентивной войны у себя рассматривала Великобритания. Ну, в общем-то, это позиция понятная, то есть лидер хочет сохранить свое лидерство. Видит, как конкурент растет. В случае с Германией на суше это была Россия прежде всего, в случае с Великобританией это была Германия на море. Но апогей конфликта Германии и Великобритании, который действительно привел к эффекту разорвавшейся бомбы, причем не столько даже в германо-британских отношениях, а внутри самой Германии, стал эпизод интервью Вильгельма газете Daily Telegraph. Но прежде чем к нему перейти, нам необходимо немножечко поговорить о канцлере Бюлове, потому что без этого мы не поймем здесь ход событий. Современники считают, что Бюлов обладал качествами выдающегося государственного деятеля, и сам он, и многие, кстати, разделяют это мнение, говорил о том, что если бы он был канцлером в период начала Первой мировой войны, то никакой войны не началось бы. Вполне возможно, так и было бы. И действительно, он в целом смог приноровиться к характеру Вильгельма, они даже спорили о чем-то, и в целом то один, то другой уступал. Много сил, правда, Бюлов тратил на то, чтобы подчищать за Вильгельмом, когда тот какую-нибудь глупость сморозит или что-нибудь лишнее брякнет, какое-нибудь откровение ненужное. Но в целом Бюлов хорошо справлялся со своей ролью. И вот когда Вильгельм дал это интервью корреспонденту Daily Telegraph, и его прислали ему для согласования, он отправил его Бюлову для того, чтобы тот внес тоже правки перед публикацией. Но Бюлов в этот момент поленился и отправил 2 рядовым дипломатам этот материал для того, чтобы сэкономить время и силы. А те внесли незначительные изменения, считая, что речь идет о чисто технических правках. При этом там остались фразы о том, что терпение Вильгельма бесконечно, но даже оно иссякает, и вы, англичане, свихнулись и ведете себя как мартовские зайцы. Осталась очень своеобразная формулировка о том, что основная задача германского флота — это противостоять японцам. Был пунктик насчет желтой опасности, очевидно, у Вильгельма. И Бюлов, получив вот этот уже слегка оправленный текст дипломатами, отправил его кайзеру, сказав, что он внимательно его прочел и вот такие правки внес. И когда 28 октября статья появилась в очередном номере Daily Telegraph, разразился скандал. А окружение кайзера сразу поспешило умыть руки. Тирпиц, который читал этот текст, тоже успел с ним ознакомиться, заявил, что был против публикации. Другие заявили, что не видели его, действительно это так. Бюлов сначала сказал, что не смог разобрать почерк, но текст был отпечатан на машинке. Потом он предложил другую версию, что он доверился подчиненным, то есть признал, что сам он этот текст не читал. Но реакция в целом Великобритании, которая была на это, она была такой обычной. Ладно, вот такое вот интервью. В принципе, там германофобия уже активно давно раскачивалась, и как бы черт с ним.
А вот в стране эффект был гораздо хуже. Ведь в интервью Вильгельм заявил, что во время Англобурской войны против Англии сложилась коалиция европейских государств, и только решительный отказ Вильгельма спас Туманный Альбион, и немцы возмутились, что действительно была такая возможность, и правительство ее упустило разделаться с Великобританией, когда на стороне Германии была вся Европа. Близко знавший Вильгельма Баллин написал Вильгельму о том, что ему пока лучше воздержаться от посещения Гамбурга, потому что там его авторитет упал до нулевой отметки. А один журналист буквально пригвоздил Вильгельма к позорному столбу. Кайзер подрывает наши политические позиции и делает нас посмешищем в глазах всего мира, а его сынок прославился тем, что запатентовал новый вид запана. Поневоле схватишься за голову, уж не в сумасшедшем ли доме все это происходит. А другой журналист задал в своей статье риторический вопрос, не пора ли Кайзеру подумать об отречении от престола. Всполошились и принцы, которые заявили, что если политики продолжат бездействовать, они лично призовут Кайзера к порядку. 11 ноября 1908-го Бюлов в Рейхстаге попытался дистанцироваться от Кайзера. Его Величество будет в будущем соблюдать сдержанность, в том числе в своих частных беседах, что представляется абсолютно необходимым с точки зрения интересов политического единства и авторитета короны. Если этого не произойдет, то ни я, ни любой из моих преемников не сможет нести возложенный на нас груз ответственности. И Вильгельм вот этого Бюлову никогда не простил. Это, конечно, был разрыв. Причем Вильгельм обвинял Бюлова в том, что это все подстроено, что он хочет стать фактическим властелином страны при безвольном монархе. Но на самом деле Бюлов просто пытался свое разгильдяйство скрыть. Тем не менее, главным последствием вот этого интервью стало то, что личная власть Вильгельма очень сильно уменьшилась. Да, действительно, то, что говорят иногда о том, что вот после этого интервью вообще о режиме личной власти говорить нельзя, это перебор некоторый. Но тем не менее, вот это интервью едва не стоило Вильгельму трона. И здесь во многом мы можем искать корни будущей мировой войны, потому что Вильгельм понимал, что он должен учитывать мнение, скажем так, агрессивно настроенных кругов, и угроза его отречения, в случае чего, в пользу стоящего за его спиной Вилли Маленького, его сына, который был как раз-таки связан с милитаристами, она вполне себе реальна. И вот понимая это, мы можем переходить к Первой мировой войне. Причины, предпосылки Первой мировой и июльский кризис мы рассмотрели в 2 отдельных видео, и в целом там противоречивая роль Вильгельма, она прослеживается. И Вильгельм считал, что в период Боснийского кризиса, Балканских войн необходимо действовать жестко. Эта политика бронированного кулака, она в это время показывает себя успешно, но в то же время сам Вильгельм считал, что он может управлять этой бурей. То есть он был уверен, что войны полномасштабной он не допустит. И в 1914 году, когда был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, Вильгельм не мог перед военными спасовать и сказать: давайте все спустим на тормоза. Нет, он пишет пометки на полях документов о том, что надо проучить этих сербов, надо разделаться с ними сейчас или никогда. Но в то же время надеется. Чего надеяться? Он уверен, что Россия не вмешается, а стало быть, большой войны не будет. А когда все признаки того, что Россия вмешается, появляются, он пытается все это дело спустить на тормоза. Но ему это уже не удается. Опять же, за подробностями обращайтесь к отдельному видео об июльском кризисе. Но так или иначе, роль Вильгельма здесь крайне противоречивая, конечно. Он и запустил июльский кризис, по большому счету, и пытался его остановить, но уже не смог. С другой стороны, если говорить всерьез, мог ли он не запускать июльский кризис? Вспомним опять же ситуацию с угрозой отречения в 1908 году. Не факт, что он мог здесь вести себя более взвешенно. Когда война началась, в первые дни Вильгельм демонстрирует свои ораторские способности, которые у него действительно были. Он иногда, конечно, мог заговориться, но выступать он умел. Я от всей души благодарен вам за выражение вашей любви и верности. В той войне, которая нам предстоит, я не знаю больше никаких партий. Есть только немцы, и я от всей души прощаю те партии, которые выступили против меня в ходе наших внутренних споров. Тем не менее,
Те, кто видели его близко, отмечают, что у 6 августа у него наблюдаются признаки глубокой депрессии. Вполне возможно, что крах вот этих попыток в конце июля сохранить мир привел реально к такому состоянию. И один из его приближенных отмечал, что такого трагического подавленного состояния он у Кайзера никогда не замечал, несмотря на вот эти самоуверенные речи, которые он произносил для публики. Окружающие также замечают у него и странности в поведении. Так, например, когда исход битвы на Марне показал провал плана Шлиффена, Кайзер, сидя на скамейке, задал окружающим совершенно серьезно вопрос: «Неужели ведь вы так все меня презираете, что никто даже рядом не хочет сесть? С чего это вдруг?» Он подписывает приказы, не глядя фактически, а иногда даже не может подняться с постели. Но при этом он все-таки прусский король и германский император, и он считает необходимым быть в Ставке, хотя, по большому счету, военные на него обращают мало внимания. И когда будут планироваться основные операции на Западе, его будут отправлять на Восток и наоборот, когда нужно будет отдать какой-нибудь приказ или распоряжение серьезный, а его под благовидным предлогом удаляли, а если он отдавал распоряжение, то его потом отменяли. А с возвышением Гинденбурга и Людендорфа вообще происходит так называемое полуотречение, потому что в Германии устанавливается фактически военная диктатура, и кайзер становится номинальной фигурой. Он все больше закрывается также и в своем окружении, и даже Тирпиц попал в немилость, потому что пытался достучаться до кайзера и объяснить ему реальное положение дел. Стоит сказать, что от кайзера реальное положение дел скрывали и не могли до него донести эту мысль даже в период, когда ему уже грозило отречение. В 1918 году, когда началась революция в самой Германии. А в период начавшейся революции осенью 1918 года, когда уже поражение Германии было достаточно очевидным на фронте, требовали отречения кайзера. Причем своевременно еще, пока революция не набрала обороты, можно было попробовать отречься в пользу другого Гогенцоллерна. Точно не своего сына Вилли Маленького, потому что он ассоциировался как раз с милитаристами, его репутация тоже была очень сильно подмочена, но можно было попытаться. Но кайзер не хотел даже вникать в суть этой ситуации. Он не хотел действовать в этом направлении, и он упустил все шансы, когда можно было что-то предпринять. К слову сказать, уже в ноябре 18 года, когда уже революция разбушевалась по полной программе в Германии, окружение кайзера подготовило план вылазки в стан противника, в ходе которой кайзер, по идее, должен был погибнуть, и это в понимании его приближенных должно было усилить монархическую идею. Но план этот так и не попытались реализовать. Сложно представить, как бы это происходило, конечно. Но да ладно, действительно, попытаться, наверное, могли. Но Вильгельм все больше отрывался от реальности. В частности, уже когда началось изгнание монархов из других германских государств, он заявлял следующее. Если вы там в Берлине не можете ничего придумать, то я после заключения перемирия соберу верные мне войска и разнесу город вдребезги, если потребуется. Потом, когда уже стало ясно, что все, Германская империя по сути рухнула, он надеялся оставаться королем Пруссии, но и это тоже уже было фикцией абсолютной. В конечном счете Вильгельм бежал из своей ставки на территории Бельгии в нейтральную Голландию. В этот момент после бегства в Голландию Вильгельм считал, что зачем ему теперь жить, я конченый человек, как он говорил, и отчаяние мой единственный удел, на что один из сопровождавших его предложил ему написать мемуары для того, чтобы опровергнуть критиков и изложить свои заслуги. Этим как раз-таки Вильгельм и займется. В этих мемуарах он, то, что я уже упоминал, выскажется о немцах негативно, что вот я не думал, что армия и флот так быстро развалятся, а вот немцы неблагодарные после всего, что я для них сделал, ну и все в таком духе. Также он там рубил деревья, поселившись уже в Амеронгене и затем в Дорне. Он, кстати сказать, живя в Голландии, а проживет он долго, вплоть до 41 года там, откажется от охоты. Как предполагают, у него проявлялось в желании просто порвать с прошлым. А охота, конечно, это было связующее звено здесь. Однако в скором времени начали муссироваться слухи о том, что Вильгельма могут выдать странам Антанты.
Так, например, Ллойд Джордж заявил, что неплохо бы бывшего кайзера вздернуть на виселице. Страны Антанты начали настаивать, но голландцы отказывались. Тем не менее, в окружении кайзера уже обсуждали план побега возможного и считали, что неплохо бы постричься, коротко перекрасить волосы. Ну, Вильгельм согласился с этим планом, но вот здесь это мой любимый, честный эпизод его биографии, потому что проявился он весь. Он заявил, что готов на любые изменения внешности, кроме своих усов. Согласен он был только опустить их кончики немного. Был, кстати, эпизод с попыткой американцев похитить здесь Вильгельма, но им это не удалось. Ну и в конечном итоге страны Антанты успокоились, Вильгельм приобрел поместье в Дорне. Там он во второй раз женился, достаточно скоро после смерти своей первой жены, стал археологом-любителем и основал Дорнское исследовательское сообщество, проводил ежегодные симпозиумы, ну и в целом, скажем так, развлекался, насколько это возможно. Стоит, однако, сказать, что как Вильгельм, так и его окружение живо интересовались политикой и имели связи с нацистами. Не столько Вильгельм, сколько именно его окружение, особенно его вторая жена. Дважды к нему приезжал Геринг в Дорн, а один из его сыновей, Ауви, вообще стал самым настоящим нацистом и в 1928 году, конечно, вступил в СА. То есть, скажем так, еще до того, как все это стало мейнстримом. В целом, конечно, интерес как Вильгельма, так и его окружения к нацистам связан был с тем, что они надеялись, что приход их к власти поспособствует восстановлению монархии. Еще одна интересная история в этот период связана, опять же, с старшим сыном Вильгельма, Вилли II, который решил по образцу Луи Наполеона, который стал потом Наполеоном III, баллотироваться в качестве президента в 1932 году на выборах. Но тогда он должен был бы принять присягу на верность республике. Вильгельм в письме сыну заявил, что если ты это сделаешь, то все, я тебя даже на порог не пущу. Вилли спасовал и не стал в выборах участвовать. Ну, шансов у него, прямо скажем, было бы немного в этой ситуации. Когда же нацисты пришли к власти, Вильгельм носился к ним двояко. Он отмечал их позитивные, на его взгляд, шаги, в частности, восстановление всеобщей воинской повинности, ну и разнообразные мероприятия по укреплению германской мощи, которые Гитлер проводил. Но был в шоке от, например, ночи длинных ножей, особенно когда он узнал об убийстве последнего канцлера Курта фон Шляйхера и его жены. Еще большее возмущение у него вызвала ночь длинных ножей, и он о том, что офицеры, да и вообще кто постарше, все приличные немцы должны выразить свой протест, но ничего подобного не произошло. Кстати сказать, именно «Хрустальная ночь» стала причиной разрыва Вильгельма с его сыном Ауви, тем самым, который вступил в СА, и Вильгельм сказал, что отныне он чужой для нашей семьи. Когда же началась война, семья Вильгельма начала нести потери, его внук Оскар погиб на поле боя. Ну а когда Германия всерьез угрожала вторжением Нидерландам, британцы предложили бывшему кайзеру переехать на Туманный Альбион, на что Вильгельм заявил, что я не имею никакого желания фотографироваться с Уинстоном Черчиллем и участвовать в антинемецкой пропаганде. Когда в 1940 году Германия провела успешную французскую кампанию, оккупировала и в том числе и Нидерланды, Вильгельм оказался фактически в руках нацистов, но он действительно гордился победой немецкого оружия. Омрачало это лишь то, что еще один его внук погиб на поле боя. И тут стоит отметить, что на его похороны пришло более 50 тысяч человек, и Гитлера немножечко поднапрягло такое проявление монархической солидарности. Он запретил отныне принцам крови служить в армии, чтобы подобного не происходило. Однако Гитлер и Вильгельм обменялись приветственными поздравительными телеграммами. В поместье Вильгельма в Дорне был возведен почетный караул, который, однако, не скрывал своего не очень благожелательного отношения к бывшему кайзеру. И, по сути, караул этот был, конечно, тюремным для него, но караул этот ему не пришлось терпеть слишком уж долго. Уже весной 1941 года у него начались проблемы со здоровьем, а 4 июня он впал в кому и умер на 83-м году жизни. Гитлер планировал устроить ему пышные похороны государственные,
Однако, согласно завещанию Вильгельма, он может быть похоронен в Германии только тогда, когда там будет восстановлена монархия. И процедура его погребения состоялась в Дорне. Она была очень скромной, и никаких украшений и свастик там не предполагалось. Там Вильгельм и похоронен по сей день. У историков принято обвинять Вильгельма во всех буквально смертных грехах, и есть традиционный список обвинений. И в видео на Boost я рассмотрел эти обвинения, насколько они справедливы, добавил кое-что, кстати, и свое. У меня есть, скажем так, свои претензии к кайзеру Вильгельму как правителю Германской империи. В конечном итоге в этом видео мы разберемся, действительно ли Вильгельм является виновником всего того, в чем его обвиняют. Или он был жертвой. Там же на Бусти вы можете найти и много других бонусных видео, в частности о политических методах Бисмарка. Там же появится видео о прусском милитаризме, биография Мольтке появится в скором времени там. В общем, подписывайтесь и смотрите дополнительный контент.